Привет, меня зовут Аня. Это мой канал о творчестве и приключениях. В этом подвижном выпуске я расскажу о том, как создать свой мультфильм на бумаге. Эта передача специально для тех, кто так же, как я, любит жизнь. Жизнь для меня – это постоянное движение. Я даже одно время боялась, что не смогу стать иллюстратором, потому что мне очень сложно сидеть на одном месте. Потом во все свои картинки я стала добавлять сюжет, где бы с каждым героем что-нибудь происходило. И неудивительно, что однажды я открыла для себя любовь к мультфильмам. Есть несколько способов, как сделать картинку движущейся с помощью экрана. Один из них – это флипбук, подвижная книжечка. Ее суть проста. Перелистываем страницы и смотрим кино. Недавно мне нужно было придумать такую на заказ. На ее примере я вам расскажу, как самим изготовить такую. Для начала нужно найти саму книжку. Мы возьмем горизонтальный формат, где на каждой правой странице будет происходить действие. Всего получится 45 кадров. А для самостоятельного воплощения можно взять в канцелярском магазине маленький блокнот. Любое, даже бумажное кино всегда начинается с истории. Так как моя книжка делалась для сети кафе и ресторанов, то это должно было быть кулинарное приключение. Если честно, идея долго не вырисовывалась, и отказываясь от множества вариантов, я собрала для вас 5 правил истории, подходящих для флипбук. Места для изображения совсем немного, поэтому история должна быть простой. Я искала что-то, вокруг чего можно создать сюжет. Все эти предметы узнаваемы с первого взгляда, могут быть очень просто изображены и легко становятся центром сюжета. Все зависит от того, как далеко может зайти ваше воображение. Например, краб может крошить салат, а радуга превратится в скакалку. Как вы помните из моего первого выпуска, героем может быть все, что угодно. Но я выбрала курочку. Я вообще часто выбираю курочку, потому что по ней сразу видно, что она любит попадать в истории. Идея придумывается тогда, когда мы соединяем несколько образов в один. А что может происходить между курочкой и остальными предметами, которые пришли мне в голову? Может, она будет укрываться под зонтом, который потом превратится в арбуз? Или она поплывет на лодке по морю, которая на самом деле суп? А может, за ней прилетит летающая тарелка с тефтельками вместо инопланетян? Но я выбрала кое-что другое. Действие должно быть таким, чтобы за пару секунд случилось все, чему учат настоящих режиссеров на сценарном мастерстве. Это называется трехактная структура действия, и ее никто не отменял даже в бумажном кино. Последнее правило подходящей истории – она должна быть от души. После того, как сюжет готов и основные фазы движения нарисованы, нужно заполнить все остальные страницы, чтобы движение было плавным. Так как моя курица настоящий олимпиец, то мне пришлось поискать примеры того, как сгибаются ноги и где находится центр тяжести во время ходьбы, бега и прыжка, ради большей достоверности. Все кадры я создавала при помощи светящейся досочки, о которой я расскажу чуть позже. Если вы рисуете в блокноте, то выбирайте тот, где страницы немного прозрачные, чтобы можно было рисовать, видя следующий кадр. Или используйте окно. Ну вот, мой маленький бумажный фильм готов. Курица не пострадала, а даже наоборот. Я желаю вам никогда не сидеть на месте, создавать новые чудеса каждый день, и чтобы все ваши приключения оканчивались так же хорошо, как у курицы-олимпийца.
Пишите в комментариях, какие мультики придумывали вы раньше, рисуйте новые и делитесь ими в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что смотрите мой канал, и до встречи в новых передачках.